2022 года. И мы делаем отчет о той работе, которую мы провели за период с момента последнего прямого эфира. Ну, давайте еще раз я напомню, где мы сейчас находимся и вообще, что мы делаем. Сейчас мы звук тут выключим на паузу, да. То есть, где мы находимся и что мы делаем. У нас в настоящий момент есть два основных проекта. Это проект «Ветер», здание, которое способно обеспечить себя электрической энергией с помощью ветра. И также есть проект «Транспортно-логистическая система города». Это 4 уровня, которые в двух словах, конечно, не опишешь все их преимущества, но, например, наши архитекторы, группа архитекторов, они считают, что эта технология в 4 уровня, она даже может принести больше изменения в наш мир, чем здание, которое может себя обеспечивать электрической энергией с помощью ветра. Но почему-то тяжеловато пока эта технология воспринимается. И для этого мы изготавливаем те макеты, которые у нас есть. Мы участвуем в выставках, мы доносим информацию об этой системе, об этих технологиях и делаем в этом смысле определенные успехи. У нас уже, кстати, без нескольких дней, 4 года, как стартовал наш проект. Я помню, официальное открытие, запуск у нас был в ноябре 2019 года. Это было в моем родном городе. И достаточно большой путь мы прошли за это время. Давайте также не будем забывать, что у нас была пандемия, границы были закрыты, ну и фактически активность деловая она была снижена продолжительный период времени. Но тем не менее мы не отстаем от намеченной нами дорожной карты, которая существовала уже в 2019 году. В частности, мы должны были уже определить земельный участок, и такую мы задачу перед собой ставили к ноябрю 2022 года. И об этом сегодня информация также я, конечно же, представлю. То есть какие у нас ожидания от этих реализаций, от этих двух проектов. Ну, вообще вся наша деятельность нашей команды, она связана с проектами, которые относятся только к экологии. То есть она не только способна принести пользу в виде дохода для людей, для инвесторов, для владельцев этого проекта, но и пользу для экологии нашей планеты. Это для нас на самом деле основное. Вот. Ну и нам удается совместить, собственно, и то, и другое. То есть наше ожидание следующее, что когда мы реализуем первый объект, например, здание, которое будет с ветроэлектростанцией, люди поймут, что эта технология, она не несет в себе никаких опасностей для обитателей этого дома или ближайших районов, что она полезна, что она не шумит, и что экономически целесообразно ее использовать. Ну и, соответственно, мы начнем продавать лицензии по всему миру, лицензии по патентам. Значит, патентование у нас идет сейчас в 75 странах мира, и порядка 12 или 14 стран по ветроэлектростанции у нас уже получены патенты, и порядка 14 стран по транспортно-логистической системе мы также уже получили патенты. То есть процесс патентования он не быстрый, влиять на скорость мы не можем, но мы сделали всю необходимую работу, и теперь нам остается продолжать текущую работу, то есть это переписка с патентными ведомствами, с патентными поверенными разных стран, ответы на вопросы, уплаты госпошлин. В некоторых случаях какие-то споры возникают, мы делаем свои доводы, они приводят свои доводы. Иногда это достаточно длинная переписка, но на данный момент пока у нас все это дело продвигается успешно. И об этом чуть подробнее я также расскажу сегодня. Да, здесь я себе такой списочек набросал основных моментов, чтобы не забыть о них рассказать.
Так вот, значит, 25.08 мы получили решение о выдаче патента в Японии по транспортно-логистической системе города. И я считаю, что это очень даже серьезное достижение. Давайте также будем понимать, что патенты на что-то, что невозможно реализовать, на что-то, что не несет в себе изобретательского шага, то есть не несет в себе экономической целесообразности, ну, такие вещи патенты не дают. Поэтому признание со стороны Японии – это очень большой, хороший комплимент. Вот. И что нам нужно делать, это теперь значит, постепенно определить дату и место для того, чтобы представить наши технологии на территории Японии. То есть мы сейчас будем мониторить выставочные площади, готовить все необходимые там, документы, визы и так далее, определим, с каким макетом мы туда должны будем попасть, и мы обязательно туда попадем для того, чтобы осветить нашу технологию больше. Вот. Также, значит, в июле месяце встреча состоялась с мэром города Владивосток. Дело в том, что мы определили... Владивосток – это город, где очень хорошие ветра. И, конечно, было бы интересно реализовать проект первый на такой территории, ну, так сказать, с запасом, значит, со стороны самого ветра, да, потому что первый объект где-то можно что-то не учесть, что-то сделать не так хорошо, как во втором или в третьем объекте. Ну, запас по скорости ветра, он, в принципе, все эти наши недоработки может нивелировать. Так вот, значит, с мэром Владивостока у нас встреча состоялась. Мы-то подобрали один из участков, он на продаже, он соответствующего хорошего размера. Ну, как выяснилось, есть рядом с ним стратегические объекты, которые не позволяют строить там такие высоты, как нам надо. То есть там можно построить здание 100 или 120 метров, но мы хотим первый объект, чтобы это был знаковый такой объект, это должно быть 300 метров. Поэтому мы с мэрией договорились, что они нам предоставят больше информации о возможной реализации на территории данного города такого объекта, но информации, где это могло бы быть, где подходят, значит, правила, то есть по генеральному плану такой высотный объект, где бы он мог бы разместиться, и есть необходимые коммуникации, которые потребуются для его работы. Эту информацию мы также ожидаем получить. Далее, 15 августа встреча состоялась с шейхом здесь на территории Дубай. Мы уже, вы знаете, что не первый год встречаемся, разговариваем, обсуждаем. Мы все больше, нам удается посвятить во все подробности нашего проекта. Ну, понятно, что где-то и с кем-то там эти все вопросы сейчас обсуждаются внутри, но те, кто знает, что такое арабская культура, они все знают, что здесь переговоры, они могут идти долго, могут идти годами. Это такая культура, и в этом, собственно, нет ничего плохого. В общем-то, на самом деле, я даже со стороны нашего уважаемого друга шейха получил следующее заверение. Ты не думай, что здесь у нас в Арабских Эмиратах все долго. Если мы решаем идти тем или иным путем, то если мы уж решили, то мы идем очень быстро и очень уверенно. И нет мысли даже о том, чтобы остановиться либо развернуться, поэтому по этому поводу, пожалуйста, не переживай. Ну, собственно, переживаний никаких нет, это нормально. Я считаю, что такая скорость, которая у нас сейчас есть, она очень даже высокая скорость. И тем более, что она соответствует нашим планам, которые мы учли в дорожной карте еще 4 года назад. Так, ну и позднее у нас был визит во Вьетнам, в город Ханой, где мы подписали
соглашение с двумя строительными компаниями, которые владеют земельными участками на территории Вьетнама под высотное строительство. Правда, одна из компаний, у них все объекты не выше 30 этажей. Вот, это нас не очень радует. Мы сказали, что навряд ли мы согласимся 30-этажное здание строить, но есть у них места, то есть земли на побережье. Там ветер достаточно сильный, поэтому, в принципе, можно этот вариант тоже рассмотреть. Мы запросили у них съемку с дрона того или иного земельного участка, где бы они хотели этот объект первый увидеть. Ну, пока они не предоставили, не знаю почему, пока это какая-то загадка. Вот. Ну, также мы подписали соглашение с еще одной компанией. Мы уже также подготовили архитектурную концепцию. Это прекрасный, вообще замечательный, очень интересный земельный участок, который находится на побережье. Название сложное, я, честно говоря, боюсь ошибиться и обидеть жителей этого города. Мы, значит, этот материал, промо-материал по этому участку, который сегодня уже находится в властных структурах города Вьетнама, вот, его просматривают и понимают, о чем идет речь, для получения необходимых согласований. Я думаю, мы его опубликуем в течение недели. Там будет указана и локация, и немного измененный, обновленный именно для этой территории по желанию заказчика значит, дизайн. И вы сможете с ним познакомиться немного подробнее. Так. Ну и мы выпустили также ролик. Мы все помним, что в феврале 2022 года было подписано соглашение с вьетнамской компанией Hung Sen Group о том, что мы изготавливаем архитектурную концепцию, и после этого они также начинают согласовательные работы по строительству нашего здания. Hung Sen Group — это достаточно крупная компания, у них есть желание построить такой целый новый огромный район, квартал, можно сказать, даже мини-город, где наше здание они хотят сделать ядром этого города. Вот. И мы также под них подготовили эту концепцию, и в настоящий момент также у них запущены согласовательные работы. Ну, я скажу вам так, Вьетнам — это достаточно бюрократическая страна, вот. Там принята советская модель. Это все через бумаги. То есть это нужно в каждое министерство подготовить определенный пакет документов по тому или иному проекту, подать в каждое это министерство. Каждое министерство его рассматривает, значит, выдает свое резюме, вот, позитивное или, может быть, отрицательное. После этого все документы собираются и поступают на более высшую ступень. И в итоге вплоть до первого лица государства все это доходит, поэтому все это за 1 или 2 месяца не делается. Вот. Ну, так или иначе, договор у нас с ними есть, архитектурную концепцию мы им представили, ролик мы им представили. Я считаю, что архитектура просто невероятная у нас получилась, и она не только способна генерировать электрическую энергию, она также еще совпадает с культурными ценностями Вьетнама. И, в общем-то, когда я наблюдал, когда граждане Вьетнама знакомятся с этой концепцией, они приходят в полный восторг. И я верю в то, что такой объект согласовать проще и быстрее, чем любой другой классический, невзирая на то, что он достаточно инновационный. Да, 26 августа мы также приняли участие в выставке «Технопром». Вот, это главная выставка Российской Федерации. Вот. Но у нас нет ожиданий, что наши проекты достаточно быстро могут реализоваться на данных территориях. Такие выставки прежде всего нам полезны для того, чтобы мы получали контакты специалистов, которые сейчас находятся на тех территориях. Мы все должны знать и помнить, что Союз Советских Социалистических Республик вкладывал огромные денежные средства в научные разработки.
И сейчас большое количество людей имеет высшее образование по той или иной специальности. И, соответственно, накоплен объем, большой объем знаний в разных областях и физики, и в том числе и механики. И таких специалистов очень много. Мы с ними там знакомимся, обмениваемся контактами. В определенный момент мы обязательно должны их привлечь для работы, значит, по нашему проекту. Поэтому в следующем году мы также планируем участие в этой выставке принять для того, чтобы пополнить именно контакты компетентных специалистов в тех или иных областях, полезных для реализации наших замечательных проектов. Так, ну что, и в сентябре, 12 сентября мы приняли участие в одной из главнейших выставок в Дубае. Это выставка VETEX. Эта выставка относится непосредственно к возобновляемым источникам энергии. Я думаю, 95% посетителей со мной согласятся, что наш стенд был основной. Вот, он был наиболее привлекательный, наиболее познавательный, наиболее интересный для всех посетителей. Некоторые люди проводили у него и 30, и 40 минут, и 50, и фотографировали, и спрашивали. И это были и местные жители, и они интересовались, это уже согласованный проект. Я говорю, нет, это еще пока только концепция. Вот, они говорили, что мы бы очень хотели, чтобы он реализовался, потому что даже живя в соседнем районе, в соседнем квартале, можно почувствовать прелести, которые он принесет на ту или иную территорию. Вот. И также по итогам этой выставки я, по-моему, где-то говорил, что я ожидаю, что все-таки нас посетят именно в нашем офисе. Сейчас этот макет находится здесь у нас в нашем офисе. Я думаю, что высшее руководство Объединенных Арабских Эмиратов или Дубай обязательно нас посетят, и я уверен, что это случится до Нового года. Вот. И, возможно, также мы получим определенный позитив в вопросе реализации наших проектов на территории Объединенных Арабских Эмиратов. Вот. Так, ну что, 21 октября получен патент на изобретение по проекту «Ветер» в Турции. Вот, поэтому я всех поздравляю, инвесторов нашего проекта, с этим замечательным событием. Кстати, по традиции обычно у нас бывает шампанское, но учитывая количество стран и заявок, это шампанское у нас, наверное, должно будет быть каждый эфир. Вот, но это может быть немного лишним, я думаю. Поэтому сегодня без шампанского. Так, ну что, в октябре, 24 октября, также на сайте об этом есть информация. И, ребят, у нас есть Инстаграм проекта «Ветер» или мой личный Инстаграм. Там достаточно часто выкладываются события, и крупные, и мелкие. И я рекомендую на него также подписаться. Вот. И 24 октября у нас также состоялась на территории Дубая с его величеством шейхом очередная встреча, где мы продолжаем вести диалоги с большим позитивом относительно возможности реализации наших проектов на территории Дубая. По транспортно-логистической системе, значит, новости следующие. 31.10 в Саудовской Аравии, значит, наша патентная заявка перешла на новый этап, перешла на этап экспертизы по существу. То есть это означает, что все формальные признаки необходимые, то есть правильно заполненная заявка, оплата всех необходимых государственных пошлин и так далее соблюдены, и мы перешли на новый этап рассмотрения по существу. Аналогичная ситуация у нас по транспортно-логистической системе сейчас в Объединенных Арабских Эмиратах. Вот, ребят, у нас на сайте есть блок новости. Заходите на новость, листаете эту новость наверх. Внизу есть всегда ссылочка, на нее можно нажать и получить оригинал, ну то есть скан
документа, который подтверждает те или иные события. Далее, что у нас происходит? И аналогичная, значит, по Южноафриканской республике у нас ситуация. То есть я напомню, что патент по транспортно-логистической системе города, он появился примерно на 9 месяцев раньше, чем патент по проекту ветроэлектростанция, поэтому сейчас у нас больше событий по проекту транспортно-логистической системы в вопросах патентования. Ну что, еще также мы подготовили, не просто так подготовили, у нас есть хороший контакт в Министерстве спорта Королевства Бахрейн. Вот. Была встреча у меня в городе Манама на эту тему с представителями Министерства спорта, где мы кратко презентовали технологии и предложили сделать им наглядный материал уже на конкретной местности, которую они нам укажут и определят. Вот. Такую местность нам определили. Значит, мы сделали съемку с дрона данной местности и разместили там небольшой объем транспортно-логистической системы города и наших зданий. Вот. И сделали именно уклон на спорт, потому что был такой запрос, что не так много в королевстве Бахрейн значит, спортивных объектов, а если они есть, они имеют рассредоточены в разных точках. Вот, это не всегда удобно, это требует автомобиль, поездка, парковка. Ну и, в общем-то, как и в любом другом классическом городе, не очень-то это и удобно. И нам обещали, что эту презентацию до Нового года покажут главе данной территории. Вот. Возможно, там у нас тоже будет интерес, состоится встреча и будет позитив в отношении возможности реализации на данной территории данной концепции. Так, ну что, есть у нас проектировщик Александр Елизаров. Вот, очень уважаемый мною и не только, и всей командой человек. Вот, он посетил Вьетнам, это было буквально неделю назад. Он побывал на участке, который потенциально предполагается под строительство этого здания. Кстати, по условиям договора с вьетнамской стороной у нас везде условия одинаковые. Если это первое здание в мире, то полное финансирование ветроэнергетического комплекса мы берем на себя. Соответственно, застройщик, для него риски они минимальны, потому что если что-то у нас пошло не так, вот, а люди пока не увидят это в реальном объекте, у них могут быть такие сомнения, что может что-то пойти не так, то, в общем-то, здание, оно как стояло, так стоять и будет, просто оно будет запитано по классической схеме, поэтому для застройщика риски минимальные, и я уверен, что такие условия, они приведут к более быстрой реализации. Вот, потому что это будут совместные усилия со строительной компанией, которая локально является для того или иного участка, да, и, соответственно, им проще снимать всякие административные вопросы и так далее. И, соответственно, у нас был план до ноября определиться с земельным участком. В настоящий момент, еще раз могу подтвердить, что у нас есть 3 договора, каждый из них относится к Вьетнаму. 2 компании, с которыми мы заключили договор, ведут активную работу по согласованию такого объекта на своей территории. Ну и, соответственно, кто-то из них эту работу сделает первым и, соответственно, приступит к реализации объекта. И тогда мы, в соответствии с нашим с ними договором, обязаны будем эту самую инфраструктуру по получению электрической энергии с помощью нашей технологии, соответственно, организовать. Вот. Ну, и я не исключаю, что такие договоры, они могут быть заключены сейчас и с другими территориями, с другими организациями. Ребят, как говорится, кто быстрее,
с тем мы и готовы сотрудничать. Ну, сами понимаете, рынок определяет, что именно такая тактика и стратегия, она наиболее правильная. Ну и мы, конечно же, то есть наш проектировщик посетил этот строительный участок. Сейчас у нас есть проект, он процентов на 80 уже готов. То есть где бы мы не приступили к реализации нашего объекта, большую часть значит, спроектированных документов мы будем использовать. Ну, немного будет корректировка, значит, корректировка это будет в отношении сейсмики или климата, или геологии грунтов. Поэтому мы запросили сейчас исследование почвы. И как только мы получим значит, ответ на наш запрос, мы сможем уже продолжить проектирование нашего объекта. Да, ребят, и, конечно же, я готов буду ответить на все ваши вопросы. Значит, я попрошу кого-то, чтобы я не тратил на это время, и, соответственно, ваше время не тратил. Если вопрос на английском или любом другом языке, пожалуйста, переведите его в Google Translate и просто скопируйте его, вставьте. Вот, и я тогда смогу на него ответить. А те друзья, которые смотрят с нас и ожидают, что эта трансляция будет на их родном языке, как обычно, в течение 5-6 дней будет перевод этой трансляции, и они смогут с помощью включения субтитров посмотреть, или мы, в принципе, даже с помощью диктора можем озвучить этот эфир, вот, и они смогут понять, о чем здесь сегодня шла речь. Так, ну что, еще новость у нас какая, ребята? Значит, получен у нас по транспортно-логистической системе патент в Соединенных Штатах Америки. Вот. Соединенные Штаты Америки это многие страны, многие патентные ведомства смотрят на то, как США значит, определяет это изобретение инновационным или не определяет его инновационным, и, собственно, они пользуются просто этой информацией. Поэтому, когда мы получили патент в США, наши шансы на то, что у нас будет меньше споров и вопросов в других странах относительно новизны этого патента, относительно его полезности, намного меньше, и поэтому это тоже очень хорошее достижение. Я вас, собственно, те, кто владеет частью проекта «Город Логистика Экосистем», я вас с этим, собственно, поздравляю. Так. Угу. Ну что, ребят, перехожу к вопросам, да? Вот, Янат, приветствую вас. Халика, да, тут что-то нам пишет на английском. Привет из Ростова. Да, ребят, кто перевести готов и отправить, буду очень признателен, благодарен. Так, привет из Серпухова, Нижний Новгород, приветствую. Отличный проект. Мистер Шандвалдж Алам пишет, спасибо. Добрый вечер, привет из Казани. Ребята, вопросы-то где? Вот Артем пишет. Всем привет. Когда будет строительство реального объекта? Уже 4 года прошло. Да, ребят, 4 года прошло, но все наши планы, они совпадают с дорожной картой. А дорожную карту, когда мы изготавливали, мы не могли учесть, что будут какие-то негативные события в мире, которые притормозят. В частности, перемещения по миру, будут отменены все общественные мероприятия, в том числе выставки и так далее. Поэтому мы близки к этому реальному объекту. И я уже сегодня говорил, что у нас есть уже 3 договора с 3 компаниями. Вот. И не исключаю, что в ближайшее время будут еще аналогичные договоры заключены. Ну а если все это будет затягиваться слишком долго и с их стороны и сложно, то нам ничего не будет мешать приобрести собственный земельный участок и полностью своими силами
такой объект возвести. Поэтому 4 года для развития стартапа это не так много, это нормально. Любой бизнес, самый простой бизнес, даже там, не знаю, организация станции технического обслуживания, скажем, она требует время, когда она начнет приносить прибыль, как правило, это год или полтора. То есть я к тому, что самый простой бизнес, он все равно требует 1 год, полтора или даже 2 года для того, чтобы он мог встать твердо на ноги. Здесь у нас инновация. Здесь требуется намного больше ресурсов, чем для того, чтобы открыть какой-то мелкий бизнес. Ну и с другой стороны, намного больше перспективы несет в себе такой проект. То есть он более масштабный, здесь задействовано больше людей. Поэтому мы движемся с хорошей скоростью. И я еще даже, знаете, хотел сказать, что какие бы события не происходили в мире, чтобы сегодня не происходило, мы все равно всегда продолжим движение. Почему? Потому что у нас есть уже, то есть у нас нет никаких банковских кредитов. То есть мы никому ничего не должны. У нас оплачена большая работа по получению патентов. Даже если мир остановится на 2 или 3 года по разным причинам, то срок действия патентов как минимум до 2038 года, не говоря уже о том, что уже есть понимание, что еще можно запатентовать в этом объекте. И деталей набирается там достаточно много. Вот, и все эти интересные решения. Да? Но чем позднее их запатентуешь, тем дольше срок службы. А если говорить о том, что кто-то сегодня это сделает раньше, чем это сделаю я, об этом говорить не приходится. Почему? Потому что нужно глубоко понимать всю техническую начинку этого объекта. Чтобы ее глубоко понимать, нужно иметь технические знания, нужно иметь интерес для поиска таких решений. И, собственно, с этим нужно засыпать и просыпаться. Поэтому никто раньше не запатентует, я в этом уверен на 99,99,9. И, соответственно, срок вот этих вот дополнений к этому объекту, которые помогут ему быть эффективнее, вот, и где-то дешевле в реализации, этот срок у нас будет сдвигаться. Если сегодня 2022 год, если это будет патентное изобретение, то это уже 2042 год. Не говоря уже о том, что когда в ходе строительства будут найдены еще новые решения, и мы будем стараться как можно дольше удерживать монополию по нашей технологии. Почему что-то нужно удерживать? Вроде бы это полезно для мира, для планеты. Зачем нужно что-то удерживать? Ну, это в первую очередь в интересах наших инвесторов, потому что если мы проведем социальный опрос всех наших инвесторов, 95% скажут, что в первую очередь, конечно же, их интересует прибыль. И мы должны, конечно же, максимально их ожидания удовлетворить. Вот поэтому, но опять же, мы не собираемся там устанавливать какие-то сверхвысокие тарифы на то, чтобы использовать нашу технологию. Мы не собираемся там кому-то выламывать руки там, или в какой-то, не знаю, там неудобную позу ставить, да? Нет, на самом деле мы за достаточно невысокую плату, это в пределах 5% от стоимости здания, предложим полный комплект, который позволит объекту быть полностью автономным в вопросах снабжения себя электрической энергией. Поэтому это не такая большая плата, здесь для всех сторон, я уверен, будет это выгодно. А когда для всех сторон выгодно, такой бизнес имеет хорошую перспективу. Так, благодарность. Алекс пишет Бендесита и команде. Ага. То есть Алекс у нас, я так понимаю, привлек 2623 инвестора в наших 2 проекта. Представляете, вот один человек взял и аж 2623 человека привлек.
Это заслуживает уважения и благодарности. Алекс уже с нами очень давно, прямо с самого начала, всегда на связи. Всегда мы находим общий язык. Спасибо, Алекс. Я рад на самом деле, что мы продолжаем наше сотрудничество и уверен, мы его продолжим еще долгий период времени. Так, вот здесь, значит, просьба на английском. Ребят, ну если кто-то готов, там, пожалуйста, сделайте ответ, пожалуйста, по Авану о том, что на английском у нас будет позднее. Ага. Так, Руслан пишет, что-то ключик. Ага, так, Ютэч всем привет передает. Так, пожалуйста, живите с субтитрами. Да, тут Google нам переводит. Сделаем субтитры на многих языках. Ребят, ну давайте вопросы уже, наверное. Так, кто-то пишет, что Григорий Гранатов, Денис не постарел, а очень устал от такой большой работы. Верю в проект. Да нет, ребят, ну, я не знаю, может быть, там свет не так хорошо поставили. Нет, усталости никакой нет. Объем энергии тот же самый. Вот. Все, мы движемся в норме, спокойно, нормально. Здесь же главное правильно рассчитать силы на всю дистанцию, поэтому не, ребят, все здесь в этом смысле все хорошо. Так, привет из Москвы. Валентина Project. Так, тут ладно, уже тут перепалки у нас пошли. Ну ничего, в принципе, плохого. Люди любят события всякие. Так, комплименты. Спасибо. Так. Ага. Так, Денис, приветствую. Можете рассказать, почему покинул проект Максим? Да, ребят, конечно, это его личное было желание. Но Максим сказал, что он устал. И он хочет очень домой. Он действительно очень много лет не был дома. И ну просто вот это его желание. Он говорит, я устал, я хочу домой. Я говорю, ну что ж, я не смею вас задерживать. Не более того. Так, как влияет геополитическая обстановка в мире на проект? Ну, ребят, в данный момент влияния мы никакого не ощущаем. Нормально. Мы находимся сейчас на территории Дубай. Вся наша деятельность, она ведется отсюда, поэтому это удобная очень локация, потому что ближайшие все страны, они видят свое развитие прежде всего через development, через строительство. Очень удобная у нас локация. Здесь ну, сейчас центр событий, большое количество выставок. Ну, наверное, одна из немногих территорий, которая не озабочена какими-то бурями мировыми, да, которые сегодня происходят. Здесь все спокойно. И, собственно, мы ежедневно, стабильно, в нормальном режиме здесь делаем свою работу. Так что пока никаких влияний, слава богу, нет. Так, комплименты пошли, приятно видеть, спасибо. С отличной работой, спасибо. У вас пропали камеры офисов на сайте. Да, Никита. Значит, Никита, у нас часть команды сейчас перебирается в Дубай. Вот. Но учитывая то, что офис в Дубае у нас 600 квадратных метров, если включить прямой эфир из этого офиса, то даже 20 человек, которые у нас находятся, в общем, такое впечатление, что офис пустой. Это один момент. Другой момент, что не все члены команды хотят, чтобы кто-то их наблюдал. Ну, у каждого, то есть не все же публичные люди, да. Вот, поэтому мы решили постепенно от этого уходить, и у нас будет просто промо-ролик, который мы будем время от времени обновлять. И это будет промо-ролик из нашего офиса. То есть человек, посещая сайт, может перейти на ссылку
и посетить наш офис при помощи такого видео. Также нас можно ежедневно с 9 до 6 в любой день, кроме выходных, посетить наш офис. Нас абсолютно не нужно предупреждать, с нами договариваться. На сайте у нас есть наш адрес Дубай, Дубай Инвестмент Парк номер 1. Поэтому, ребят, добро пожаловать. В любой момент приезжайте. И здесь мы сможем очно вас познакомить с тем проектом, частью которого вы являетесь, частью которого вы владеете. Вот. Ответить на все ваши вопросы. Поэтому в любой день добро пожаловать. Так, я вижу уже тут надпись на грузинском языке. Трудновато мне, конечно, такое перевести. Так, сейчас немного я ушел дальше. Сейчас, секундочку. Так, если земля будет предоставлена в Индии, захочет ли сама компания начинать здесь первый проект? Команда Прабхат пишет. Вот молодец, кстати, додумался перевести, и сразу готов я ответить на его вопрос. Безусловно, абсолютно безусловно, это возможно, но мы все знаем, что Индия, во всяком случае, наши друзья из Индии, они говорили, что достаточно сильно развита коррупция в этой стране. Но при наличии достаточного объема гарантий, что никто не приостановит строительство такого объекта в Индии и не выставит новые требования, безусловно, это могла бы быть и Индия, это прекрасная природа, прекрасная страна, мы все это понимаем, тем более в Индии экологические проблемы, они стоят очень остро. И я часто говорю, когда рассказываю о проекте транспортно-логистической системы города, что для города Дели это вообще незаменимая технология, потому что там все, связи очень перепутаны, это такой винегрет. Это достаточно взрослый город, когда формировались улицы, когда еще не было там транспортных средств, другое было понимание в объемах зданий, занимаемой площади и количество жителей в том или ином объекте. Сейчас, конечно, Индия, как никто, все эти проблемы ощущает на себе, и транспортная логистическая система им необходима, но просто как воздух. Поэтому мы с удовольствием готовы представить нашу технологию и для Индии. Если уже есть участок земельный на примете или строительная компания, которая интересуется нашей технологией, опять же, давайте нам съемку с дрона того или иного участка, мы сделаем посадку объектов на этой земле, и с этим материалом уже достаточно легко проводить согласовательные работы с властями того или иного региона, потому что буквально с помощью такой презентации за 5-6 минут можно дать понять, о чем идет речь. Поэтому мы за. Так. Даже просят, значит, на хинди вести прямой эфир. Ребят, но это уже было бы сверхспособности с моей стороны, наверное. Так. Пишет, что дает макет, что дает участие в выставках и регулярное создание новых макетов. Ребят, значит, выставки — это прежде всего та аудитория, которая ищет инновации, которая хочет их узнать о них первыми, поэтому выставки посещает достаточно большое количество людей, именно специалистов в тех или иных областях. Вот, а VETEX выставка — это выставка, где идет речь о возобновляемых, прежде всего, источниках энергии. И, конечно же, мы обязаны в них участвовать. Обновление макетов, но с учетом, мы уже набираем статистику восприятия людей наших макетов, то есть как мы доносим, насколько хорошо они их понимают. Нам в идеале нужно сделать, чтобы они быстро
и уже безошибочно, без каких-то личных выводов о той или иной функции в этом объекте делали, то есть чтобы мы эту информацию максимально объективно и достоверно доносили. Поэтому мы эту работу ведем, и она очень важна, и она нужна. И, допустим, когда мы приедем с макетом в Японию или в Индию, то на каком бы языке человек не говорил, мы уже в большей степени будем иметь уверенность в том, что он поймет, о чем идет речь, что этот проект в себе несет. И таким образом это приведет также к быстрой реализации. Так, Кристина пишет почему-то Громова на английском. Так, пишет Sunset. Действительно ли будущее здания смогут обеспечить себе электроэнергией? Ведь придется столкнуться с большими сопротивлениями трения. Ну, давайте еще раз вернемся в историю и вспомним, что до нашей эры, когда фактически все делалось буквально из дерева, и не были доступны те технологии, которые сегодня у нас есть в мире, ветростанции, они работали, они подавали воду на поля, это был Египет. И, соответственно, что нам сегодня мешает это реализовать? Ну, только в обновленной, куда более интересной форме, где здания могут удерживать ветроэлектростанцию, где здания могут концентрировать и ускорять, тем самым разгонять эти воздушные потоки. Вот. Относительно большая сила трения, ребят, ну, там, как вот, я думаю, на простом просто языке сказать, что такое сила трения. Ну, давайте возьмем железнодорожный вагон грузоподъемностью 60 тонн, где железное колесо, железный подшипник, и этот вагон миллионы километров наматывает в разные стороны, и вполне это все сила трения там, она тоже присутствует, но она особо не мешает передвижению этого вагона. Я напомню, что у нас еще достаточно много, что будет запатентовать в этом объекте. И я вам обещаю и гарантирую, что тот подшипник, который будет предложен в этом здании, сила трения у него будет намного меньше, чем у обычного шарика подшипникового элемента, да, то есть намного меньше. Ну, давайте прям такую планку возьму, ну, в 10 раз она будет меньше. Вот прям, кто эти эфиры сохраняет, прям можете этот фрагмент сохранить. И заявку на патент этого подшипника я подам в тот момент, когда здание начнет возводиться. Уже в тот момент, когда мы будем близки к тому, что появятся очевидцы, как это устройство, как этот подшипник организован. И в этот момент нужно будет подать заявку. И тем самым увеличить срок ее, соответственно, действия. Поэтому давайте, я прям уверенно беру на себя такие обязательства, в 10 раз меньше сила трения, чем у любого современного шарика подшипника, ну давайте, который используется, там, скажем, на колесе железнодорожного вагона. Так что не переживайте на эту тему. Так, добрый вечер. Расскажите, планируется ли реализация проекта в Дубае? Максим С. Ну да, Максим, смотрите, мы приняли участие в выставке VETEX. Там были представители, в том числе и Объединенных Арабских Эмиратов, и Дубай, и из Бахрейна ребята были, из Саудовской Аравии. Кстати, мы по Бахрейну получили приглашение на форум относительно, называется он Development будущего, по-моему. Он будет проходить в феврале. Вот. И организаторы этого форума, они нас пригласили, абсолютно бесплатное участие, и прям чуть ли не расписку взяли, что я обязательно посещу этот форум с этими проектами. Так вот, значит, относительно реализации в Дубае, ну, я уже как и сказал, что я уверен, что до Нового года
какая-то высокая комиссия нас обязательно посетит, которая способна принимать решения, либо выносить на обсуждение эти решения на самый высокий уровень в Объединенных Арабских Эмиратах. Вот. Поэтому давайте чуть позднее, после их посещения, мы к этому вопросу вернемся. Вот. Я уверен, что это состоится до Нового года. Так, Алекс Бендесита пишет, сколько гипотетически может стоить акция компании в будущем, а также так все хорошо объяснено. А новички задают вопросы мелкие своим пригласителям. Так, ребят, ну, у нас, кстати говоря, готовится новый кабинет, и там будет график. Вот. Этот график каждый сам использователь должен будет определить, по его мнению, какая прибыль ожидается у проекта. То есть там можно будет выставить, ну, например, если вы считаете, что мы реализуем там 100 лицензий к 2030 году, то тогда там будет на графике стоимости этой самой доли указано. Да? Если вы считаете, что 1000 лицензий будет реализовано к 2030 году, соответственно, другая стоимость будет акций. То есть это такой калькулятор, да, рассчитывает, который. Ну давайте, наверное, дождемся. Вот. Еще, правда, есть одна небольшая проблемка с этим новым кабинетом. Дело в том, что в нем мы решили объединить и тот, и другой проект, чтобы одна ссылка вела на и проект «Ветер», и на проект «Город», чтобы это было в одном кабинете, там можно было переключаться. Но есть такой нюанс, что часть людей, которые разрекламировали наш проект, допустим, там, пользователю Николаю, значит, в «Ветре» это один человек, а в «Городе» это другой человек. И там есть у нас часть таких конфликтов, которые мы пока еще не знаем, как разрешить, как сделать так, чтобы... Что такое? Да, конечно. Да. Извиняюсь, да. Так, ну, значит, вот буквально неделю мы хотим взять на решение этой задачи. Как сделать так, чтобы, как есть такая загадка, как перевести там 2 волка и три там еще персонажа, да, с одного берега на другой. Вот такая нетривиальная задача. Вот, поэтому мы, наверное, будем выходить на связь с теми, кто достаточно успешно и мощно продвигает наш проект, для того, чтобы с ними посоветоваться на эту тему. Так. Ага. Татьяна пишет, очень крутой проект. Спасибо. Мечты сбываются, на самом деле, да. Никита Константинович пишет, почему так много сотрудников ушло из проекта за последние несколько месяцев. На сайте много людей пропало. Ну, Никит, давайте так, не пропало. Действительно, у нас этапы по дорожной карте, они у нас меняются. То есть мы постепенно прекращаем изготавливать макеты, разрабатывать эти макеты, потому что уже достаточно много работы в этом смысле проделано. Поэтому компетенции членов команды, они, конечно, должны меняться. То есть мы, допустим, у нас количество сотрудников, которые изготавливают макеты, сократилось, но у нас, с другой стороны, добавились люди, которые занимаются проектом, и они уже посещают земельный участок, поэтому это нормально. То есть любой, ну, как строительство здания. Здание, с чего начинается строительный участок? То есть определили границы, поставили ограждающие конструкции строительного участка. Вот те, кто ограждающие конструкции ставят, он же не факт, что принимает участие в строительстве фундамента или там, прокладки электросетей или водосетей. Это специалисты, это разные специалисты, это разные области, поэтому это, когда у нас набор специалистов такой меняется, это говорит о том, что мы постепенно переходим к другому этапу. То есть, как на строительном участке, забор поставили, переходим к фундаментным работам. Здесь у нас уже специалисты нужны, бетонщики, да, скажем, там, арматурщики, бетонщики.
Вот. А поставить забор — это немного другие навыки, поэтому здесь ничего страшного нет, это напротив позитив. Двигаемся. Георгий. Георгий, да, на самом деле Георгий у нас проработал чуть больше 1,5 лет. Это вот очень талантливый человек. Он помог нам сделать наши макеты более живыми. Это важно, безусловно. А сейчас он поступил в летное училище, и я так понимаю, что там он рассказывает о проекте, но он хорошо погружен, он хорошо знает технику, он хорошо знает наш проект, поэтому, конечно, я уверен, что его однокурсники понимают, о чем он говорит, тем более, что летное училище, оно предполагает понимание, как работают воздушные потоки, ветра и так далее. И да, чем на самом деле более компетентный человек в области физики, механики или просто понимания устройства двигателя внутреннего сгорания, то тем ему проще на самом деле объяснить, как это устроено, как это работает. Так, привет из Новосибирска. Спасибо за крутой проект. Спасибо, ребята. Это мой родной город. Денис, в кабинетах много ошибок с ЕДК, и сейчас кабинеты появились минус балансы. Да, такая проблема есть. Дело в том, что когда-то у нас был рублевый эквивалент, но затем в связи с определенными событиями, скачками, да, мы перешли на доллары, и не всегда это во всех кабинетах корректно отражается, но с каждым случаем мы отдельно разбираемся, мы все восстанавливаем. В этом смысле недовольных нет. Пожалуйста, обращайтесь на эту тему в поддержку и обязательно получите там возможность все это дело исправить. А если что-то не будет получаться или не будет какой-то реакции, что вряд ли возможно, ну вы, пожалуйста, пишите прямо мне. Это может быть ВКонтакте или это может быть Инстаграм. Вот. Даже если не всегда я там читаю сообщения, если я, допустим, ухожу в какую-то работу, да, по написанию там реферата, да, к патенту или еще что-то, я всегда все сообщения, тексты мне их известны, и я всегда прореагирую, и всегда, в общем, так или иначе связь, она у нас постоянно имеется. Так, какой предположительно срок постройки здания? Срок постройки здания аналогичный, как и любого другого классического здания. Но мы понимаем, что в Японии одни скорости, в Арабских Эмиратах они могут быть другими, в Китае третьи. Мы эту самый ветроэнергетический комплекс способны с любой скоростью, с такой же скоростью, как строится здание, он требует намного меньших усилий, мы его, собственно, с такой же скоростью способны реализовать. То есть, если мы будем исполнять договор с вьетнамской стороной, и они будут выдавать там 2 этажа в месяц, то мы точно так же готовы 2 этажа по энергетической установке эти самые закрывать. В этом смысле у нас опасений никаких нет. Мы не опоздаем, мы можем даже быстрее них двигаться в этом смысле, поэтому срок у нас здания строительства аналогичный, как принято на той или иной территории. Да, Алекс тут немного ответил. Читаю, когда будет запущен новый личный кабинет и почему лендинг сменили обратно? Да, Никита Константинович, да, лендинг выяснилось, что то программное обеспечение, на котором он был написан, он не отражает то, что предложено дизайнером. Вот. Не всегда он удобный, не всегда корректно работает, поэтому, в общем-то, был он практически принят. Было решение выкатить его на фронт, но когда вынесли его на фронт, в местах, где не так хорошо работает интернет, он не всегда корректно отображается, загружается. Поэтому принято решение написать его на новой программе, и выпуск этого обновленного лендинга придется нам немного отложить. Так, Кристина пишет, есть ли возможность построить здание в России?
Ребят, ну, смотрите, у меня лично в голове границ каких-либо нет. Для меня вот и Китай, и Япония, и Объединенные Арабские Эмираты, и Россия, и Европа — это все один мир. Все границы, которые сегодня существуют, они придуманы людьми по тем или иным причинам. Где-то это, может быть, приносит какую-то пользу, где-то не очень приносит пользу. Поэтому углекислый газ, который вырабатывается в ходе жизнедеятельности человека, он границ не знает. Поэтому абсолютно любая территория, она интересна к рассмотрению. Вот. Но прежде всего предпочтение мы, конечно, дадим той территории, на которой это можно сделать как можно быстрее. Так, ну что, у нас уже час. Мы с нетерпением ждем пилотного проекта «Ветер». Это команда Prabhat из Индии. Ребят, ну, мы не остановимся, мы обязательно его реализуем. Я могу вас в этом заверить. В этом мире не всегда все зависит от одного человека. Часто приходится согласовывать свои действия и идеи, и, значит, с кем-то еще, а это увеличивает срок реализации того или иного. Поэтому мы, в свою очередь, работу делаем, максимально стараемся делать ее хорошо, удобно, подстраиваться под те или иные обстоятельства. И рано или поздно мы точно придем к реализации этого первого объекта. Поэтому продолжаем движение. Так, ну что? Вот пишет. Не будет ли вибрация от ветроэлектростанции, не будет ли на местности вред живым существам? Да, смотрите, вибрация, Дмитрий, здесь исключается. Почему она исключается? Потому что вибрируют объекты, скорость которых 5-6 оборотов в минуту. Объекты по своей физике они не производят каких-либо вибраций, которые бы мог почувствовать человек. Да? Вот такой пример у нас уже на прямых эфирах был, когда можно поддомкратить автомобиль, привязать к колесу кирпич и вращать 5-6 оборотов в минуту его. Даже с таким дисбалансом вибраций там никаких не возникает, потому что, чтобы возникла такая вибрация, нужно вращать это колесо намного быстрее. Скорость нашей ветроэлектростанции 5-6 оборотов в минуту. Это первое. Второе. Здесь, если мы говорим о ветроэлектростанциях с горизонтальной осью, то там действует принцип аэродинамики крылового профиля. То есть, как-то это проще сказать, то есть, вот этот винт, он режет вот эти атмосферы вокруг себя, да, то есть он проходя, он ее разрезает. Вот как это представим, давайте, в воде, да, то есть если в воде вращается какой-то объект, то он эту воду рассекает, и вода это впоследствии схлапывается. Вот воздушное пространство точно такой же эффект. И когда она вращается с такой огромной скоростью, там 270 км в час на концах своих лопаток, этот воздух рассекается, и тут же, приходя к равновесию, это воздушное пространство, оно схлапывается. Вот. И вот когда оно приходит в норму, происходит вот этот хлопок, и вот появляется вот этот самый инфразвук, это вибрация вот таких высоких частотах. В нашем же случае представим дверь в торговый центр, которая совершает вращательные движения. Там принцип лобового сопротивления, то есть подошли и толкаем. То есть рассекания, разрезания воздушного пространства там нет. Это если сказать об этом простыми словами. Соответственно, предполагается, что это будет спокойная, тихая работа, которая никак не будет влиять на окружающих живых существ, людей или других. Может быть, пример с
дверью в торговый центр где-то близок, но можете постоять и понять, что в принципе шума он никакого не производит, если только механизм там в достаточной степени обслужен. Так, почему перестали рассылать новости проекта держателям? Ребят, ну, я уточню этот вопрос, почему перестали рассылать. И, кстати, наверное, может быть, не все знают, у нас есть новостной чат в Телеграме, там 2500 участников, а инвесторов у нас 28 тысяч. Это только в проекте «Ветер», то есть еще город. Вот. Ну, получается, что 10% только знает о том, что у нас есть такой новостной чат. Ну, может быть, кто-то решил просто проинвестировать и раз в год посещать сайт, смотреть или еще какой-то вариант, да. Поэтому я уточню, почему рассылки нет. Постараемся мы ее организовать. Ну а вообще, пожалуйста, обратитесь в поддержку, вам дадут ссылку на наш новостной чат, и там достаточно часто появляются новости с ссылками на документы, на видеоматериалы и так далее. Так, я видела новый лендинг, было красиво. Ну да. Так, скоро ли начнут привлекать крупные компании к инвестициям? Вы слышали о проекте Saudi 2040? Думаю, они будут рады сотрудничать с вами. Ну, конечно, мы слышали об этом проекте. Это проект, прежде всего, NEOM называется, который в себя включает несколько инновационных проектов на территории Саудовской Аравии. Значит, для того, чтобы участвовать в конкурсах этого проекта на там, архитектурные какие-то вещи или энергетические вещи, там нужно предоставлять баланс за последние 8 лет. То есть они так решили для себя определять, ну, насколько серьезная компания к ним пришла со своим предложением. То есть если у нее поступали за последние 8 лет денежные средства на счет, значит, она пользовалась спросом, значит, она интересные вещи представляет. А если не поступали, ну, наверное, они считают, что эта компания не всегда достойна внимания. Но, тем не менее, у нас есть договоренность о том, что мы проведем презентацию для высоких должностных лиц, я не могу сказать там высших должностных лиц, но высоких должностных лиц по проекту NEOM. Ну, возможно, это также вызовет у них интерес к нашим проектам и какое-то, может быть, вполне сотрудничество сложится. Но во всяком случае они заявляют о том, что этот, например, город Линия, он будет полностью, значит, снабжать себя электрической энергией с помощью возобновляемых источников. Вот. Но я, честно, пока не понимаю, как они собираются это сделать. Все возобновляемые источники, они, в принципе, известны, принцип действия их известен. Ну и так, чтобы снабдить город, в котором будет жить 9 миллионов человек, площадь города, там, длина 178 километров и ширина 200 метров. Ну, если мы говорим о солнечных панелях, ну, наверное, нам раза в 4 площадь потребуется больше, чем занимает этот город, для того, чтобы с помощью солнечных панелей его обеспечить, да. Плюс еще потребуются аккумуляторы, потому что солнце, оно в дневное время есть, а в ночное его нет. Ну, в общем, вопросов достаточно много, поэтому я думаю, вполне также реально с ними начать сотрудничество. Но было бы точно с ними легко начать сотрудничество, если бы у нас уже был реализованный объект, где они могут приехать, посмотреть, убедиться в том, что это работает, что это эффективно, что это безопасно. Так, а когда доли будут хоть что-то стоить? Ну, если вы их приобрели, то, наверное, они уже чего-то стоят, да? Я напомню, что сегодня, приобретая доли, вы получаете в собственность часть нашего проекта. Я сейчас не говорю компании, я говорю именно проекта, потому что у нас компания как таковая еще не сформирована. Это пока достаточно ранний этап для формирования уже акционерного общества. Да? Почему? Потому что мы должны получить патенты,
во всех странах, где мы сделали заявки. После этого мы эти патенты, мы делаем оценку этих патентов, вносим их в уставный капитал этой акционерной компании, и выпускаются уже реальные акции. Вот. И, соответственно, после того, когда начинают реализовываться лицензии, на эти акции начисляются дивиденды. И исходя из размера этих дивидендов, будет определяться стоимость этой самой акции. Если мы реализуем 1000 лицензий, а в принципе можно их и десятки тысяч даже реализовать там, к 2030 и так далее году, потому что лифт сегодня использует очень и очень много зданий в мире. И я думаю, что достаточно также часто будут использовать и нашу технологию в силу ее невысокой стоимости и высокой полезности. Поэтому стоимость акций, она здесь может быть очень и очень даже запредельной. Ну, такой же вопрос вы бы могли, наверное, задать и компании Uber там, в 2008 году, когда там два парня с одним ноутбуком на двоих затевают этот бизнес. Вот, и там к 2010 году какой-то создают уже более-менее внятный продукт и постепенно выходят на рынок. Наверное, такой же вопрос можно было бы им тогда задать, что когда же они уже будут хоть что-то стоить. Они будут стоить, они уже сегодня стоят, потому что они обеспечиваются интеллектуальной собственностью. Я напомню, мы получили патент по транспортно-логистической системе и в Японии, и в США, и еще в 10 странах мира. То есть любая проданная лицензия по этим патентам в любой стране, прибыль от проданной этой лицензии, она будет распределяться между собственниками этих самых долей, и каждый получит в том размере, в котором он владеет этими самыми нашими долями, которые сегодня называются доли, позднее это будут называться акции. Ну, я надеюсь, на ваш вопрос ответил. Так, Дима пишет. Спасибо за ответ. Есть ли в планах еще проект для патентования? Да, на самом деле более 10 или даже 12 патентов есть на разные технологии. Основных технологий сейчас 2. Ну, возможно, сейчас это будет зависеть от диалога, который будет проходить на территории Объединенных Арабских Эмиратов. Возможно, в феврале я вас посвящу в еще одну технологию. Она также относится к получению электрической энергии экологически чистым способом, но там, прежде чем ее презентовать, патент на нее у меня уже есть, прежде чем ее презентовать, мы хотим сделать более подробные расчеты и, в общем, более компетентными по этому патенту стать, а это требует достаточно большого количества специалистов. Я думаю, к февралю мы с этой работой справимся. Возможно, будет представлена еще одна очень интересная технология, на мой взгляд. Поэтому впереди нас ждет еще много интересных событий. Так, поздравления, спасибо. Минимальная высота ветрогенератора. Да, давайте договоримся. У нас нет ветрогенератора. У нас есть технология, где с помощью ветра мы получаем электроэнергию. А если мы читаем ветрогенератор, это как будто бы устройство, которое генерирует ветер. Нет, у нас именно ветер генерирует энергию. Поэтому это называется ветроэлектростанция. Минимальная высота может быть и метр. Но другой вопрос, какой объем энергии мы можем с нее получить. Вот давайте представим самолетик с размахом крыла 1 метр, который может совершать полет, да, показать нам принцип полета. Но этот самолетик, он больше, чем 50 грамм на борт вряд ли сможет взять 50 грамм веса. Но если мы его отмасштабируем до размера кукурузник, Ан-24, небольшой самолет, то тогда мы уже сможем, в принципе, даже один легковой автомобиль и человек так 10 в нем перевести на этом самом Ан-24, да?
если я не ошибся с моделью самолета. Так, и если мы его масштабируем до размера там, Boeing 737, то уже речь идет о нескольких сотнях человек, которые можно перемещать с достаточно высокой скоростью и с достаточно надежностью. Поэтому с ветроэлектростанцией ситуация аналогичная. Может быть и 1 метр, но тот объем энергии, который вы там получите или мы получим, этого недостаточно для того, чтобы всерьез заниматься такими ветроэлектростанциями. Но принцип показать может. Поэтому я считаю, что оптимальный размер — это высота здания 300 метров, где там с 4-5 этажа начинаются уже наши ветроэлектростанции. И они и они работают еще лучше, чем выше. Чем выше, тем лучше. Так, ну что, ребят, на сегодня тогда все. Спасибо за ваши комплименты. Спасибо за участие в эфире. И 92 лайка — это, наверное, даже рекорд за один эфир. Вот. Это говорит о том, что наш проект соответствует вашим ожиданиям, скорость развития нашего проекта соответствует вашим ожиданиям. Вот. Я буду стараться делать, чтобы мы также активно развивались, и новостей позитивных было не меньше, чем сегодня. Поэтому до новых встреч. Всем пока.